Итак, я всех приветствую. В данном видео я хочу показать, как сделать простенький мульти-рейкастинг. Кто смотрел старое мое видео на моем канале, как раз демонстрирующий эту технику, тот, я думаю, сразу понял, о чем речь. В общем, да, здесь у меня есть такой флаг, мульти-рейтрейсинг, я его активирую. И видите, у меня вместо одного луча уже множество лучей выпускается из центра колеса. Я могу менять сектор, то есть в каком диапазоне я буду выпускать эти лучи. То есть 360 градусов получается у меня полная окружность, полуокружности 180 и так далее. Да? Также я могу уменьшать или увеличивать количество лучей. Вот. И таким образом вот у меня получается некий костыль, который должен исправлять те недочеты, которым страдает техника с одним лучом. Вот видите, да, то есть кольцо старается более точно огибать какие-то неровности. Но я должен сразу сказать, и у кого есть завышенные ожидания по поводу данной техники, я вам сразу скажу, что я дам вам самую базовую, самую, наверное, простую имплементацию, методику, которая имеет ряд недостатков. Вот. То есть она, во-первых, да, видите, все-таки колесо все-таки проваливается довольно-таки сильно. И также есть некое вот это вот дрожание, вибрация. В данном видео, наверное, это будет не очень хорошо заметно. Я, возможно, запишу отдельное такое коротенькое видео, как раз в котором покажу вам все вот эти вот моменты. Ну ладно, не буду больше вас томить своей демагогией. В общем, давайте мы сразу приступим уже к реализации. То есть данная техника, как уже сказал, не идеальна, но как исходная такая стартовая точка, в принципе, точка отсчета, она вполне себе неплохая. Ее можно в дальнейшем будет как-то улучшить, что-то там, может быть, доделать, переделать. Вот. Как отправная точка, она очень даже неплохая. Хорошо, я добавил сюда свой другой класс, потому что тот класс это у меня уже там готово это все. А в этом классе надо сделать как раз. Так, и мы как раз сейчас этим и займемся. Проверяем, что у меня тут происходит. Да, вот у меня один луч. Все, хорошо. Прежде чем мы начнем, я сделаю здесь, в этом классе, небольшие правки вношу. Внесу, то есть я вот нашел две функции update wheel pose, то есть update wheel position, обновление позиции визуального колеса, и update wheel rotation, то есть вращение колеса визуального. Я их сейчас перенесу в начало, а именно после update suspension length функции, то есть сразу после функции, в которой мы обновляем длину подвески suspension. Сюда их подключаю, и дальше я оставляю всю остальную цепочку отключенной. И, естественно, также я должен отключить симуляцию физики. Вот. Могу сделать, точнее, я специально сделаю машину чуть повыше. Вот так. Это у меня шпаргалка из того класса. Да, вот. Компилирую. И сохраняю. Это такое небольшое приготовление, чтобы изначально, значит, лишних головных болей у нас не было, чтобы нам было проще проверять, правильно ли мы делаем то, что мы делаем. Так, как видите, да, у нас один луч для каждого колеса, и он начинается у нас из стоп-линк позиции, то есть из верхнего крепления подвески, и доходит до
самого низа колеса. Все хорошо. Это у нас будет наша отправная точка. Так, теперь пару слов о концепции, собственно говоря, что мы хотим сделать. Мы будем выпускать теперь наши лучи из точки вот этой Ray Start, которая у нас находится примерно в середине колеса. То есть мы отступим по вектору вот этому вверх, да? То есть мы вниз по этому вертикальной и локальной оси отступим максимальную длину подвески, и из этого это будет отправная точка для всех наших лучей. И также нам нужно найти angle start, вот эту вот переменную. Что это значит? То есть в зависимости от, да, то есть мы должны создать переменную параметр range, то есть который задает в каком диапазоне, как велик вот этот вот сектор вот этой вот окружности, да, в котором мы будем проводить вот эту нашу трассировку. И angle start как раз этот параметр, он зависит от этого вот параметра range, то есть нам нужно знать начальную позицию вот первого нашего луча. Вот angle start равен, и вот это мы сейчас все это будем делать. И в каждом, значит, мы будем выполнять проверки пересечения лучей в цикле, и, соответственно, нам в каждой новой итерации нам нужно повернуть вот этот вот наш луч на некий угол от изначального, от исходного, да? То есть нам нужно каждый раз сделать некий отступ, поэтому нам нужно также будет посчитать вот этот angle increment, то есть прибавка вот к этому углу. Хорошо, давайте мы сейчас этим и займемся. Так, мы пойдем сейчас... это не тот, вот здесь вот этот класс. Мы сейчас пойдем в функцию setup raycast. Это у нас event begin play, то есть там, где мы делаем предрасчеты, сохраняем всякие параметры, какие-то переменные предрасчитываем, которые нам могут понадобиться в тике. Да, ну, то есть это вопрос оптимизации, чтобы нам не делать некоторые ненужные расчеты каждый фрейм. Тем более, что в этом нет нужды, да, то есть делать эти расчеты каждый фрейм. То есть они у нас статичные, скажем так. То есть они у нас изменяются только когда мы изменяем какие-то вот эти вот основные параметры. И поэтому разумнее вынести расчеты некоторых параметров именно вот сюда. И этим мы сейчас как раз займемся. Так, я нахожу категорию Raycast, и у меня здесь есть, давайте мы сразу сделаем дубликат вот этого флажка, вот этой булевой переменной. Давайте назовем multi-Raycast. Оставим ее также публичной. Так, еще у меня здесь есть Ray Offset, тоже я ее дубликат. Назову Angle Start. Angle Start. Angle Start у нас не публичная. Это у нас не должно быть публичной переменная. Также мы давайте сразу сделаем дубликат Range. Range у нас будет публичная. Так, и Race Radial. Изменим на тип на integer, да, то есть целочисленный тип. Тоже у нас публичный. Так, angle range давайте мы сделаем, ну, допустим, минимальная 2, максимальная 360. То есть это у нас величина в градусах. Да? Величина в градусах. Так. Race Radial. Минимальный 1, максимальный. Ну, давайте сделаем 16. Можно сделать больше, можно меньше, но я не советую делать слишком большие какие-то значения. Вот, чтобы у нас совсем производительность не падала. Так, и что там еще? Angle Increment, по-моему, да, еще есть у нас. Да, еще у нас есть Angle Increment. Компилируем.
Давайте значение, значение по умолчанию еще сделаем. Так, angle start у нас мы не знаем. Так, range давайте по умолчанию сделаем, ну, 120 градусов, допустим, да. Race radial, ну, давайте по умолчанию сделаем 7 лучей. Angle increment, тут это мы будем делать расчеты. Так, смотрим, multi-raycast публичная, angle start приватная, range публичная, race radial публичная, это приватная. Все правильно. Компилируем, сохраняем. Итак, где наша подсказка? Значит, первое, что мы должны найти, вот этот начальный угол, то есть угол, под которым будет стрелять самый наш первый луч. Angle start равен минус range умноженное на 0,5. Давайте angle сразу мы это дело сделаем. Angle start равен range умноженное минус 0,5. Angle start, range. Так, и angle increment, range, деленное на race radial минус 1. Так. Angle increment set. Так, range, деленное. Ой, я не то выбрал. Деленное на race radial минус 1. Готово. Давайте скомпилируем это все дело. Так, вот мы сделали предрасчет некоторых параметров, которые нам пригодятся. Замечательно. Теперь мы идем в event tick ветку, да, flow, вот этот execution flow, и находим raycast single функцию. Я ее специально назвал здесь single, потому что это у нас идет функция классическая, где мы стреляем, как вот в тех самых первых уроках я показывал. Давайте здесь сразу добавим branch, ветвление. И у нас здесь есть multi-raycast, булевая, флажок, скажем так. Давайте мы его по умолчанию сделаем отключенным. И если ложь, то мы делаем raycast single. В противном случае мы делаем multi. Так, и давайте мы найдем функцию raycast. Вот она у нас raycast single. И сделаем дубликат. Назовем multi. Так, у нас теперь будет находиться эта функция в самом низу. Вот у нас raycast multi. Так, вот, если у нас raycast, multi-raycast истина, то выполняется эта функция. В противном случае выполняется вот эта функция. Замечательно. Так, теперь мы заходим в эту функцию raycast multi. И давайте мы здесь немножко приберемся. Так, топ-линк компонент я оставлю. Так, давайте это все удалю. Все вот это удалю. То есть мы также начинаем с циклов, чтобы нам пройти по всем 4 колесам. Если вы создали, например, отдельный компонент для колеса, то вам, конечно, это не нужно.
у вас цикл произойдет как бы автоматически, то есть дублирование произойдет с дублированием ваших колес, ваших компонентов. Но так как у меня используется такая схема, то, соответственно, я должен сделать вот так вот цикл. Так, то есть я беру наш топ-линк компонент. Ну, если кто забыл, я могу показать, как я это делаю. Значит, у меня есть компоненты, есть топ-линк компонент. Это у меня массив, в котором хранятся референсы, то есть ссылочки на вот эти вот мои объекты, да? И я, значит, достаю индексом нужный мне элемент. Итак, что нам нужно сделать? Ну, во-первых, конечно, мы хотим проверить также пересечение луча, поэтому снова вызываем channel line trace by channel. То есть здесь у нас никаких изменений нет. Мы все так же будем стрелять лучом. Line trace by channel. И, соответственно, нам нужны два параметра. Start and. Так, давайте сразу мы draw debug tip давайте сразу. Так. Определим. Вот так вот делаем. Тянем этот проводок. Выбираем select. И здесь у меня так, raycast. Здесь у меня есть переменная show race, да, булевая. По умолчанию у меня стоит в истине. Ну, я, наверное, думаю, что я лучше по умолчанию сделать ложь, да. Ну, в общем, работает так, да. То есть, если у меня пока флажок истина, show race равно истина, тогда мы делаем for one frame. Если ложь, то none. То есть, таким образом мы делаем вот этот параметр. Так, нам нужно определить, значит, два вектора. Начальную позицию луча и конечную позицию луча. Из этой картинки нам становится понятно, что нам нужно сделать здесь некий расчет. То есть мы уже не из топ-линка позиции стреляем, а нам нужно сделать этот отступ. Давайте мы этот сейчас провернем. Берем get world location и get up vector. Ну и давайте сразу, потому что нам еще понадобится и вектор вправо. Давайте сделаем его сразу get right vector. Пускай будет, пока он нам не нужен. Так, то есть мы берем world location. И нам нужно прибавить вектор. К этой позиции мы прибавляем вектор. Это будет стартовая позиция нашего луча. Что за вектор мы должны прибавить? Сори. Прошу прощения. Отнять. Да, вот так. Чтобы не делать лишних умножений на минус единицу, мы отнимем. Мы берем вектор вверх, умножаем на какое-то значение. Так, ладно, пускай. Это значение равно вот этой длине подвески. У меня длина подвески хранится, у меня есть массив spring rest length get. И сразу хочу отметить, обратить ваше внимание, что у меня это массив не имеет не 4 элемента, а всего лишь 2. То есть это сделано как бы упрощение некое. То есть понятное дело, что можно делать подвеску разную, несимметричную. То есть когда настройки левого колеса и правого не совпадают, то есть различные там какие-то параметры. Но так как для простенькой аркадной машины, в принципе, вполне достаточно делать их симметричные, то мы как бы экономим и делаем, что у нас один параметр идет на оба колеса, то есть и налево, и направо.
Таким образом, у меня первый элемент массива это длина, максимальная длина, значит, для передней оси, для переднего левого и правого колеса, а это для заднего левого и заднего правого колеса. И мне нужно, конечно же, получить эту величину. Но я не могу использовать вот этот индекс, потому что этот индекс он будет проходить по 4 элементам от 0 до 3. А мне нужно 0 только и 1. И как мне быть? Здесь очень все просто. Мы просто берем вот это. Да. Просто берем вот этот индекс колеса и делим на 2. И это получается у нас axis index. Вот. Мы берем вот этот axis index. Так как у нас индекс у нас integer, да, если мы 0 делим на 2, у нас получается 0, 1 делим на 2, снова получается 0, 2 на 2, 1, 3 на 2, 1. То есть вот из-за свойства вот этого самой переменной целочисленной, что ты когда его делишь, как бы, ну, не нацело, а когда у тебя дробная часть остается, там даже если половинка, да, то эта дробная часть, она просто отбрасывается. И поэтому мы снова получаем вот такой вот нужный нам индекс, скажем так. Хорошо, значит, длина подвеска. Длина подвески. Мы получили начальную точку, начало нашего луча. И теперь нам нужно еще получить финальную точку, да, где у нас луч будет заканчиваться. Это будет старт минус, снова минус, вектор минус. Мы берем getUp вектор, умножаем на радиус. Таким образом. Да, вот теперь все правильно. Как видите, да, у нас теперь у нас все еще single line tracing, то есть у нас пока для каждого колеса используется только один луч для проверки коллизии, но эти лучи у нас теперь выходят не из топлинка, то есть не из точки, где расположен топлинк компонент, а из центра колеса. Хорошо, это у нас такой базовый сетап, с которым мы теперь будем работать дальше и модифицировать его до мульти-рейкаста. Так, замечательно. Единственное, что я хотел бы еще добавить здесь, давайте вот мы здесь маленькое добавление сделаем. Select. Добавляем еще пару членов. И у меня здесь есть в Raycast категории, у меня здесь есть Ray Offset. Переменная. Умножаем ее на член вот этого select node. Здесь мы делаем минус 1, 1, минус 1, 1. Индекс у нас идет вот здесь. Так. Впоследствии нам еще понадобится вот этот индекс. Так, и что мы еще делаем? Вот. Топлинк компонент. Так, getWorld location, топлинк getWorld location, то есть вот эта позиция. Мы прибавляем еще вектор плюс вектор. Вот так вот. Давайте вот сюда вот сделаем. Умножить. То есть мы берем наш этот right вектор, латеральный, да, вектор, и делаем вот так. То есть это мы сделаем некий отступ.
приберемся здесь. Я думаю, достаточно. То есть для чего это нужно? Так как у нас луч имеет толщину, стремящуюся как бы к нулю, да, а колесо все-таки у нас имеет некую толщину, там примерно 21-22 сантиметра, ну я вот поставил здесь это 20 сантиметров, то если мы будем бить как бы лучом к точке 0, а у нас, сами знаете, у нас есть наш пивот колеса, он сделан с отступом, то есть к поворотному кулаку, который как бы находится на внутренней вот этой вот плоскости, да, цилиндра колеса. Вот. Но чтобы наши лучи били пошире, мы как раз вот делаем вот эту вот всю загогулину мы делаем, скажем так. Так, давайте проверим, как у нас теперь работает. Пум-пум-пум. Да, вот видите, у нас теперь лучи стали по внешней плоскости колеса быть выровнены, да, уже ближе сюда, к наружу. Хорошо. Итак, вот с базовой настройкой мы закончили. Теперь нам нужно сделать мульти-рейкастинг. Для этого мы здесь добавим еще цикл for loop. Вот, сразу скажу, чтобы вы не пугались, ничего здесь такого страшного нету. У нас теперь внутри одного цикла, то есть внутри внешнего цикла, вот этого, который у нас проходит по всем 4 колесам, у нас есть вложен внутрь еще и внутренний цикл, да, который будет как раз осуществлять вот этот вот наш веер. То есть мы будем стрелять не единожды, а множество раз для каждого колеса. Соответственно, опять же, здесь все зависит от вашей, как сказать, от архитектуры вашего класса. То есть, если у вас архитектура такая же, как у меня, то вам придется делать вот такой же огород городить. Да? Если же вы создали компонент отдельный, в котором вся вот эта логика расчетов всего для колеса, то есть подвески, там, трения и так далее, ну, соответственно, конечно, у вас будет использоваться только один вот этот внутренний цикл, то есть он у вас будет внешний. Так, вот это, я думаю, нам больше не нужно. Да. First индекс 0 и last индекс у нас будет race radial минус 1. Race radial минус 1. Так, хорошо. Значит, стартовая начальная исходная позиция луча у нас остается прежней. Это центр колеса примерно, да? Но нам теперь необходимо понять, где же будет конец. И нам в этом поможет. Так, здесь мы делаем минус. Снова минус. Минус какой-то вектор. Нам нужно понять, какой же вектор. Так. Так, сейчас я здесь подгляжу свою шпаргалку. Так. Минус. Угу. Rotate vector around axis. Да, вспомнил. Значит, мы берем наш getup вектор. Умноженный на радиус колеса. Да. То есть вот этот вектор умноженный на радиус колеса. Мы берем его и нам нужно его повращать.
Вызываем rotate vector around axis. Вот эта вот нода нам нужна. Метод. Что у него есть в этом методе? Нам нужно задать axis, то есть вектор, вокруг которого мы хотим вращать. Это вектор right вектор, то есть латеральная ось колеса. Не очень тут, конечно, красиво, но что поделать. И нам нужно знать, на какой же угол мы хотим повернуть этот луч. И здесь нам нужно сделать вот так. Promote to local variable. Ray angle. Да, нам здесь не нужно создавать глобальную переменную. Нам достаточно, с нас хватит и локальной. Потому что она у нас не будет больше нигде использоваться. Она используется у нас только в данной функции. И да, кстати, мы должны вот этот ray angle set, то есть в самом начале нашей функции, мы должны его инициализировать. Так. А каким же значением мы должны его поинициализировать? А тем самым, который мы... так, где у нас рейкаст? Вот. Angle start. То есть то самое значение, да, которое мы уже сделали, предрасчитали его в той функции нашей, да? В функции, я напомню, setup raycast, да? Вот у нас angle start, мы ее нашли. Это число, вот оно у нас. И здесь мы его, значит, определяем. Так, и что у нас происходит дальше? То есть все здесь мы уже, кажется, здесь мы все определили. И по окончании нам необходимо, мы должны сделать так. Ray angle set ray angle плюс снова идем raycast angle increment. Ну, таким образом. Компилируем. И сохраняем. Проверим, что у нас получилось. Да, как видите, у нас теперь появилось 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 лучей. Как у нас по умолчанию у нас задано 7 лучей. И мы видим, да, что теперь у нас действительно 7 лучей. Если мы сделаем больше лучей, например, там максимально у нас 16, да, здесь давайте сделаем 180, к примеру, то мы видим, да, вот у нас сектор равен 180 градусов, половина окружности, и лучей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 16 лучей. Все правильно. Так, половину дела, полдела, даже больше мы уже сделали. Осталось нам, так, ага, это у меня подсказка. Осталось нам дальше определиться, что мы будем делать с результатами вот этой вот проверки Line Trace by Channel. То есть лучи-то мы, конечно, выпускаем, но нам же нужно как-то обработать те данные, которые мы в результате вот этой проверки мы получим. Давайте это немножко отодвинем. Так, и тут нам нужно нам ветвление, branch. Так. Значит, если у нас return value, то есть если у нас луч с чем-то пересекся, то есть истина, то мы делаем вот что. Мы здесь создаем новую локальную переменную. Ну, давайте назовем
hit per view. Это integer у нас. И также добавим так, еще одну переменную, назовем ее hit location accumulate. Только это у нас будет не integer, это будет вектор трехмерный. Компилируем. И сохраним. Вот когда мы стреляем вот этими лучами, если у нас есть попадание, то есть пересечение луча с какой-то геометрией, то мы будем просто накапливать, то есть мы берем нашу out-hit, вот эту структуру, да, и здесь у нас есть location, и мы берем вот этот наш hit location accumulate плюс вот эту вот локацию. И мы снова обновляем вот эту вот переменную нашу, да? Да, значит, мы накапливаем этот в векторе hit location accumulate. И также мы делаем вот так. Hit per view. Это у нас переменная, в которой просто хранится количество попаданий, то есть количество пересечений на одно колесо. Если хотя бы один луч пересекся, то у нас уже здесь будет единичка, ну и так далее. Так, и вот сюда мы уже подступаем сюда. Ну, а если не попали, то просто обходим все эти вычисления. Давайте сделаем вот так. Что-то в этом роде. Так. Осталось совсем чуть-чуть. Значит, и когда мы закончили выполнять этот внутренний цикл, то есть когда наши лучики мы сделали последнюю проверку, то есть вот у нас был первый луч, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 лучей мы сделали, нам нужно все это дело, так сказать, подытожить, резюме, да, вынести. Поэтому мы здесь идем во внутренний цикл, где у меня for loop, да, то есть вот это внешний, это внутренний. И здесь у меня есть completed. И мы здесь вызываем снова ветку ветвления, branch. Hit per view сравниваем. Если у нас hit per view больше нуля, то мы берем hit location accumulate, делим вектор на hit per view. То есть мы берем вот эту саккумулированные позиции в одной позиции, да, делим на количество этих пересечений на одно колесо. И promote to local variable. Давайте назовем это average. Так не получится, да. Итак, давайте мы идем raycast angle increment, дубликат. Здесь назовем average hit point. Average hit point. Но это у нас будет, во-первых, вектор, а во-вторых, это будет массив векторов. Так, естественно, мы делаем 4 элемента по количеству колес.
Так, мы берем этот массив наш, set array element. Так, а вот нам сейчас индекс пригодится. Ну, пускай это. Так, значит, если у нас есть хотя бы одно пересечение, hit per wheel больше, ну, давайте мы так вот сделаем. Если у нас есть хотя бы одно пересечение, то есть истина, то мы определяем член массива, да? Average hit point равен hit location accumulate, деленный на hit per wheel. Мы ставим сюда item. Да. И также у нас есть массив will contact. Ну, здесь он у меня называется по-другому, здесь у меня называется, например, hit, но это не суть. В общем, это у нас массив, также из 4 элементов, булевые переменные, то есть логические, да, флажки, в котором хранится, так сказать, флажок, то есть есть пересечение колеса с какой-то опорой или нет. Так как у нас множество функций делает проверку этого флажка, то, соответственно, нам желательно здесь это тоже дело определить. В противном случае ложь. Так, истина, так ложь. Вот так вот, да? И в конце концов мы должны сделать еще одно небольшое. Так. Мы должны сбросить наши локальные переменные. Мы можем, конечно, делать это в самом начале функции. Вот как мы здесь, например, angle start определили, да? Можем сделать это здесь или можем сделать это здесь. Ну, давайте я сделаю в конце. Здесь. То есть мы берем hit location accumulate, set 000 и hit per wheel также. Почему это нужно сделать? Потому что у нас вот эти все переменные будут использоваться во всех циклах, для всех колес. То есть, и, соответственно, когда мы выходим, когда заканчиваются итерации внутреннего цикла, и мы выходим, как бы, перещелкивается итерация внешнего цикла, то есть следующее колесо, да, включается, у нас должны стереться значения от предыдущего колеса. Понимаете почему, да? Иначе у нас получится не то. Будет ошибка логическая. Так, давайте reset local variable. Вот так. Так, ну, в этой функции, кажется, все готово. Так, осталось нам в функции update suspension length также сделать некоторые правочки. Так, во-первых, я вам настоятельно рекомендую, то есть вот здесь, где мы измеряем длину вектора, да, то есть мы здесь вот вычитаем из позиции А позицию Б, и у нас получается вектор, и мы делаем, меряем длину. Я советую вам использовать вот этот вот еще, использовать эту ноду project vector onto vector, то есть вот этот полученный вектор проецируем на top link up vector. Советую вам это сделать, если вы этого не сделали. Так. И здесь мы должны использовать select node
всего с двумя позициями. Так, то есть если у нас multi-raycast, если мы используем multi-raycast, тогда мы должны использовать вот эту average hit point. Истинно. Вот так вот, да? А в противном случае мы используем отсюда. Из hit-trace, да? Как-то так. И еще один момент. Уже, наверное, самый последний уже точно. Чтобы немножко устранить некоторые вот эти вот минусы данного. Но это приведет как бы и к другому тоже недочету, недостатку, но не смертельному. А вот здесь вот мы можем сделать небольшой отступ, скажем так. Добавить, ну, буквально, может, пару сантиметров. Компилируем. Сохраняем. Так, и теперь, наверное, что нам осталось сделать? Да просто нам нужно снова вернуть все на место. Вот эти вот мы двигаем назад, где они должны находиться. И должны активировать физику, симуляцию физики. Долго-долго сохраняет. Хорошо. Давайте мы проверим уже. Так, вот у нас наша чудо-тачка. Да, как видим, машина наша едет. Так, ну я сразу прошу прощения за вот такое ее поведение, очень дрожащий двигатель. Это из-за того, что я делаю захват экрана OBS. Но в принципе во всем остальном вроде бы все неплохо. Да, в принципе, я могу подытожить. То есть, как говорит один товарищ, я таки кончил. То есть, вот я вам показал, примерно так делается, наверное, самый, простой мульти-рейтрейсинг для таких вот машинок. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь, шарьте ролик там в каких-нибудь социальных сетях, друзьям, врагам, кому угодно, маме, папе там и так далее. Вот. Спасибо за внимание всем и до скорых видео. Пока.